Привет! Сейчас по просьбе нуждающих проведу такой небольшой формат обучения, как собрать портфель на CoinMarketCap. Покажу, получается, все этапы от установки до загрузки и удаления монетки из своего портфеля и создания отдельных портфельчиков, которые хочется разделить пополам, чтобы не фокусироваться на каком-то одном портфеле. Так, первое, значит, переходим в Google Play. Здесь я нажимаю на лупу поисковую и набираю здесь CoinMarketCap. Вот он, в принципе, третий по списку выскакивает. Я на русском языке это все набрал, и он выходит самый первый. Обращаем внимание, что скачиваний больше 5 миллионов. Это официальный источник, официальное приложение CoinMarketCap. Я на него, значит, нажимаю кнопку «Установить». Ожидаем загрузку. Загрузка прошла успешно, я нажимаю кнопочку «Открыть». Далее, если у тебя уже есть аккаунт, например, на компьютере, ты можешь просто нажать кнопочку «Войти» или «Создать аккаунт». Так как, в частности, это видео, скорее всего, для того, кто еще не пользуется CoinMarketCap, не зарегистрирован там и не знает, как создать свой портфель. Вот это все можно, в принципе, почитать, если интересно. Я нажимаю кнопочку «Создать аккаунт». Далее здесь указываем почту и пароль. Пароль нужно придумать. Он должен состоять не менее из 8 символов. Я вбиваю новую почту, чтобы продемонстрировать тебе функционал, нулевой функционал. Необходимо использовать цифры, так и буквы, и желательно маленькие буквы. Нажимаю кнопочку «Создать аккаунт». Далее, чтобы пройти проверку, необходимо зажать вот эту нижнюю стрелку, которая направлена вправо, и протянуть вот эту мозаику. И остановить ее там, где есть для нее место, в аккурат. Проверка пройдена, но ничего не произошло. Если в случае тебя выкинул, да, ты не успел зарегистрироваться, то здесь просто наводишь на вот эту вот рожицу, которая в верхнем углу серая такая, с буковкой М. Далее вот нажимаю на кнопочку вот здесь, на строчку «Войти», вот жирным написано «Войти», на нее нажимаю. И здесь уже непосредственно вбиваю почту, пароль и нажимаю кнопочку «Создать». Далее вот здесь сдвигаю вот эту вот синюю стрелку, которая написана «Протяните ползунок вправо». Сдвигаю ее до тех пор, пока она не дойдет до нужного ей места. И отпускаю. Проверка завершена. Далее осталось подтвердить. Чтобы подтвердить, я нажимаю на кнопочку «Введите код подтверждения». Нажимаю вот на эту синюю строчку. Сюда нужно ввести код подтверждения. Я открываю «Открыть электронную почту». Нажимаю кнопочку «Открыть электронную почту» и выбираю способ получения письма. Я выбираю Gmail. Сюда на этот аккаунт должна прийти почта. Я проверяю спам. Спам пустой. Так, в случае, если письмо вдруг не доходит, есть здесь вот 3 полосочки и открыть весь ящик. Весь ящик открываю и показывается тут 2 пропущенных сообщения, которые я ждал. Не дождался, но вот нашел способ, как попасть туда. Здесь, значит, копирую просто вот эти цифры, ну или постепенно их переношу. Так, заново ввожу свою почту, придумываю пароль, который состоит из не менее 8 символов, указываю большую букву, маленькую букву, циферку, все это использую. Нажимаю кнопочку «Создать аккаунт», зажимаю стрелку ползунок, которая направлена вправо, и провожу легким движением и пазлу ставлю ровно в эти канавки. Отпускаю. Далее на почту должно сейчас поступить письмо. Приходится повторно отправлять сообщение, потому что нас что-то не пропустило. Защита стоит лютая. Несколько раз передумаешь, нужен ли тебе вообще собирать портфель или нет. На новую Gmail почту почему-то сообщения вообще даже не приходят. Вот как раз вот на этих ситуациях ломаются люди. Не пропускает сегодня, пропустит завтра. Не пропустит завтра, пропустит послезавтра. Так, в этот раз 777093. Успешно прошел регистрацию, не без осложнений. Пришлось повозиться, такое бывает. Есть возможность подписаться на новостную рассылку, если желаешь, или отказаться от нее. Я нажимаю кнопочку «Нет, спасибо». Все красное, так приятно. Ой, вернее, тут все зеленое, так приятно. Так, чтобы создать портфель, ну, в принципе, внизу над кнопками там «Выход», «Свернуть», «Сжать», там все дела, присутствуют, значит, рынки.
поиск, портфель, как раз то, что мы сейчас будем разбирать, и сообщество. Это то, что ты комментировал, это то, что рекомендуется сейчас, популярное что-то. Пули, кстати, я собираюсь рассмотреть ее тоже. Она меня тоже что-то как-то в глаза бросается. И рост как раз у нее такой нормальный пошел. Но еще будут развороты, скорее всего. Будет еще разворот, будет еще возможность зайти. Сейчас просто на пульсе подберем монетки, будем держать ее под рукой. А далее, значит, нажимаем кнопочку портфель. То, зачем, в принципе, ты пришел сюда, чтобы уметь создавать портфель. Первое, что в глаза здесь бросается, это здесь можно добавить дополнительный портфель, нажимая вот на эту кнопку. То есть добавить транзакцию первую. Или вот сюда нажать можно добавить новую транзакцию на синенькую кнопку. Я нажимаю на синенькую кнопку добавить транзакцию. Образно просто от балды сейчас я беру, нажимаю на биткоин и ввожу, допустим, 12 биткоинов. Нажимаю кнопочку добавить транзакцию. Все, биткоин добавлен, цена улетела в космос по истории, потому что ты приобрел актив. Далее, чтобы добавить новый какой-то актив, элементарно просто вниз спускаешься, нажимаешь кнопочку добавить актив. Здесь уже вводим что-нибудь, допустим, реальное. Например, пули, которые я хочу рассмотреть. Пул. Нажимаю пули и вбиваю здесь, допустим, 3 ярда монеток. Нажимаю кнопочку добавить транзакцию. Введенные данные недопустимы. Хорошо, вбиваю где-то около 30 тысяч пулей. И просто нажимаю добавить транзакцию. Оно, в принципе, само там все подгрузится, все там подсчитается, по какой цене ты взял, там туда-сюда. Ну, если ты будешь, конечно, добавлять в момент покупки. Так, 30 тысяч пули, это в районе $796 на сегодняшний день. Цена составляет 0,02 цента. У пули оказывается очень мало налей. Хорошо это или плохо? Наверное, и не хорошо, и не плохо. Так, далее здесь, значит, есть линейная история, потом есть круговая. То есть в совокупности, что у нас на портфеле сейчас хранится, это максимум биткоин и минимум пули в процентном соотношении в круговой вот этой диаграмме. Далее можно посмотреть статистику. Лучший результат, худший результат. Здесь все будет писаться. Общая прибыль, убыток. Так, значит, есть еще возможность, получается, это все в долларах смотреть. Прибыль, убыток и активы. Также есть возможность смотреть в процентном соотношении. То есть, вот, допустим, проценты включил. Здесь активы 99%. Это биткоин. Пули это всего лишь 0,28%. Также есть такой глаз, которым можно пользоваться и закрывать свой весь максимальный баланс. Он находится вот здесь сверху, глазик черный. И вот он зачеркивается, и не видно по какой цене, что я приобрел. Просто указываются ценовые моменты, которые вот есть показатели, сохраняются. История вся такая стирается. Далее я нажимаю вот на 3 полосочки в верхнем левом углу. По умолчанию здесь есть мой вот портфель. Подписан он на английском. Далее можно добавить еще дополнительный портфель. Подписывать его можно как угодно. К примеру, если вот у меня я если закупаюсь в этом году, то я его подписываю 2022 год. Создать портфель. И уже, в принципе, по истории, то есть смотрю, в 2022 я, в принципе, покупал в этот портфель такие-то монетки. Захожу сюда, здесь добавить транзакцию, точно так же. Выбираю, допустим, вот тоже хочется в наблюдение кинуть, как будет рынок разворачиваться, приобрести его на развороте рынка. Я нажимаю кнопочку Grover. Grover открывается, и я здесь ввожу, к примеру, 15 миллионов монет, к примеру, я приобрел, и нажимаю кнопку добавить транзакцию, и получается в целом где-то актив на 0,2 цента куплен. Если я собираюсь продать этот актив, давай сейчас какой-нибудь новый добавим токен. На примере, давай BNB сделаем, BNB. Здесь я вбиваю, допустим, 20 BNB, к примеру. Нажимаю кнопку добавить транзакцию. В долларах это получается 5699 долларов. Ровно 20 BNB. Здесь, нажимая на логотипы и название, к примеру, BNB или Grover, давай нажмем Grover. Здесь открывается график. Полноценно можно посмотреть, полистать, что там по новостям. Что тут происходит в живом чате Grover, как его сейчас поддерживают. Запросто можно добавлять лайки, дизлайки. Дизлайков, правда, нет.
Ну, можно оставить какой-то плохой комментарий. Плохие комментарии не рекомендую оставлять, если ты в случае держишь эту монетку. Нет смысла вводить людей в это состояние непонимания. Так, у него, значит, результат какой по максимуму на Гровере мы что видим сейчас. 10 иксов эта монетка уже дала на CoinMarketCap. В долгосрочной перспективе, так как за ней стоят бизнесмены, все-таки есть вероятность, что этот токен подхватят и будут его качать, развивать. Далее, чтобы выйти, вот здесь в верхнем углу есть стрелка назад. Я возвращаюсь назад. Чтобы, к примеру, продать свои активы, к примеру, BNB я собираюсь продать, нажимаю просто на вот эти цифры. И чтобы продать, я точно так же нажимаю добавить транзакцию и выбираю здесь не купить. До этого автоматически мы покупали, а здесь я нажимаю продать. Также есть кнопочка перечислить. Перечислить это возможно кому-то, куда-то, ну не знаю. Перечислить я кнопочкой еще не пользовался. Нажимаю кнопочку продать и здесь уже вбиваю непосредственно, допустим, 10 BNB я готов продать. Сейчас на вот этом отскоке, чтобы взять в 2 раза больше BNB или в 1,5 раза больше. Нажимаю кнопочку добавить транзакцию. Все, получается, BNB ушли, а транзакция вот здесь снизу, вот она подсвечивается, отразилась в истории твоего портфеля. Опять вот, чтобы, допустим, назад выйти, я кнопочку нажимаю назад. Чтобы купить, соответственно, добавить актив. Вот, допустим, какую-то монетку, которая уже есть на CoinMarketCap, просто вводим ее имя, неважно, основное имя или второстепенное, которое используется при торговле. Но я так посмотрел, что вот, допустим, вот MicroPets я ищу, и MicroPets, она где-то внизу валяется, на задний план куда-то уходит. Поэтому иногда удобнее искать по вот этим логотипам, которые называются, допустим, стоят в очереди вторые Pets, и которые торгуются, в принципе, на рынке, и на рынке, в принципе, видно эти логотипы. Вот, допустим, в MicroPets переходим, нажимаем кнопочку купить, допустим, купили, сколько там, 30, 300, 3 миллиона Pets, допустим, купили. Зажимаю кнопочку добавить транзакцию, открываю Pets на графике. И вот здесь вот сверху логотипы присутствуют как раз. Pets занимает 1433 место. Чтобы наблюдать, допустим, за той или иной монеткой, ты зашел в монету, ну как бы вот сюда, и нажимаешь кнопочку вот эту звездочка. Звездочка загорается синим цветом, это значит, что ты стал наблюдателем этой монетки. Далее, чтобы... А как же, допустим, если ты еще не приобрел эту монетку, но уже стал наблюдателем, где и как ее за ней следить? Где и как за ней следить, если ты не стал еще обладателем этой монетки? Соответственно, я нажал наблюдать, нажимаю кнопочку вот здесь в левом углу возле картинки Pets, стрелку назад, поднимаюсь вверх, выбираю 4 полосочки. Здесь, в принципе, мы наблюдаем портфель. Также есть кнопка управления портфелями. Их можно, получается, перетаскивать с одного места на другое. И чтобы сохранить расположение, достаточно нажать кнопочку «Готово» вот здесь справа. И они в таком порядке сохраняются. Я нажимаю крестик вот этот «Закрыть» за портфелем, стоящим слева. Далее нажимаю кнопочку «Рынки». Так, здесь все криптоактивы, с самого топового и вниз. Так, здесь есть сектор биржи. Здесь можно посмотреть все 500 бирж, которые присутствуют на рынке и торгуются криптовалютами. Также присутствует раздел секторы, которые занимаются одним каким-то направлением. К примеру, вот и Metaverse или играй и зарабатывай. Play to Earn называется. Solana. И, допустим, проекты на Binance Smart Chain. Здесь будет список всех проектов, которые работают на Smart Chain, на монетке Binance, на ее блокчейне. Я нажимаю вот здесь Explorer, то есть поиск, лупа. Здесь есть список недавно добавленных монет. С ними нужно быть поаккуратней, потому что их тщательно нужно проверять. В целом вот за 4 часа там особо больших ростов сейчас не наблюдается, потому что все испуганы, всем сейчас не до таких слабеньких монеток, которые без поддержки. Так, здесь вот сверху, где вот написано рынки, объем, вот сюда вот нажимаю сверху, где вот рыночная капитализация, и тут отслеживается мировой показатель. Вся здесь история, объем можно посмотреть, которые серым выделены. Кто сейчас доминирует? Доминирует сейчас биткоин на 41%. Прогнозируют, что доминация должна дойти примерно где-то до 50% как минимум. Второй по показателю доминированию это Ethereum 18%.
Для того, чтобы перейти в наблюдение и посмотреть, за какой монеткой ты сейчас наблюдаешь, достаточно нажать вот здесь на звездочку, которая стоит перед списком мои списки. Я нажимаю на эту звездочку, и открывается MicroPads, как раз который мы с тобой отметили в наблюдение. Чтобы отключить это, соответственно, тоже нажимаю на звездочку и перехожу обратно в рынки. Мои списки. Тоже таким же образом здесь присутствуют MicroPads. Двумя способами можно зайти в монетки, которые у тебя стоит на наблюдении. Также листая здесь, допустим, рынки все, интересующие монеты, допустим, Avalanche, Polkadot, Solana, Cardano. Solana отключили, Cardano выбрали. И переходим в списки на звездочку. Нажимаем здесь, оп, весь список, за которым ты хочешь наблюдать и смотреть. Также можно это все дело отключить. В следующий раз, когда ты перейдешь сюда, здесь этих монет уже не окажется в списке. Вот таким незатейливым образом собирается портфель и отслеживается вся статистика, линейный график, круговое соотношение и общая статистика по общей прибыли или убытку. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Надеюсь, этот формат был для тебя полезным, информативным. Если что-то видишь, что можно докрутить, улучшить в этом обзоре, дай знать снизу. И до новых встреч. Благодарю.